Приветствую, друзья! С вами Олег. Давайте порассуждаем. Обычная стерилизация или лапароскопическая? Раз уж вы решились на стерилизацию, давайте их сравним и примем решение. Для чего нужна стерилизация? Для предотвращения бесконтрольного размножения кошек. Если владелец не планирует разведение кошек, то чаще всего он принимает решение о стерилизации кота или кошки. Когда кошка находится дома и ее течки происходят без вязки, то велика вероятность образования пиометры и эндометрита. Поэтому такую кошку тоже рекомендовано стерилизовать. Разница в понятиях: стерилизация, кастрация. Стерилизация – перевязывание маточных труб у самок и семенных канатиков у самцов. То есть создается механическое препятствие для прохождения половых клеток. При таком положении вещей течки остаются, вязки тоже, но оплодотворение не происходит. Но для кошек и для котов есть еще и кастрация, и это полное удаление репродуктивных органов. Такой способ избавляет питомца от желания и необходимости спаривания и размножения. Часто люди путают понятия, считая, что котов кастрируют, а кошек стерилизуют. Но это не так. Стерилизовать и кастрировать можно и тех, и других. Но все-таки большинство привыкло, что кошек стерилизуют. Ну что, продолжим? Для этого подпишитесь на канал, ставьте лайки, досмотрите ролик до конца. Будет полезно. В нашем сюжете мы рассмотрим два способа стерилизации. Стерилизация может быть традиционная и лапароскопическая. Итак, традиционная. При таком виде оперативного вмешательства используют лапаротомию. Делают надрез по белой линии живота или сбоку. Лапароскопическая стерилизация. Этот вид стерилизации представляет оперативное вмешательство, которое ветеринары проводят специальными хирургическими инструментами с помощью маленькой видеокамеры. Их внедряют в брюшную полость через прокол размером до 1 сантиметра. Ветеринар видит происходящее через изображение на мониторе, которое передает видеокамера. Давайте их сравним. Конечно, важно знать, каким способом стерилизации лучше всего владеет врач. Неплохо было бы прежде прочесть отзывы владельцев кошек и собак, которые прошли через эту процедуру. Положительные моменты обычной стерилизации. Хорошо видно внутренние органы. Есть возможность достать матку. Риск повредить органы сводится к нулю, осложнения редки, и ветеринары владеют этим способом на 5. Отрицательные моменты. Достаточно большая рана. Восстановление. Дней 10. Надо снимать швы. Нужно носить попону. И нужно осматривать и обрабатывать швы практически каждый день. Плюсы лапароскопии. Швы не нужны, восстановление быстрое, меньше травм, попоны и воротник не нужны. Операция длится меньше времени. Вмешательство во внутренние органы минимально. Существуют также и минусы. Как правило, это дороже обычной стерилизации. Но этот метод еще не очень распространен в нашей стране. Нужно специальное оборудование и обученные специалисты. Конечно же, оба метода избавляют кошку от возможности иметь потомство. Какой способ выбрать вам, но это зависит от навыков ветеринара, и ваших финансовых возможностей. Наблюдайте за вашими, заботьтесь о них, и вам не единожды воздастся.